Было произведено более 1000 штук, перевезло миллионы пассажиров, пробыло в небе 52 года, но в 2020 году полностью исчезло. Как же так? Советская легенда Туполев Ту-154 появилась в середине 1960-х годов, в самый разгар Холодной войны. Когда он совершил свой первый полет 4 октября 1968 года, это было воспринято как большой успех и стало гордостью аэрофлота на долгие годы. Однако Ту-154 был самолетом, полностью спроектированным под нужды того времени. В начале 2010-х годов он внезапно исчез из гражданской авиации. Его погубили аварии, технологии. Так что же случилось с этим советским легендарным самолетом, что он внезапно исчез? Пока вы подписываетесь и ставите лайк моему видео, давайте я расскажу. Когда Ту-154 поднялся в воздух в 1968 году, он стал символом советской мощи в авиации. Конструкторское бюро Туполева создало нечто особенное. Трехмоторный самолет средней дальности вместимостью 180 пассажиров – настоящий монстр. Но главный вопрос – почему 3 двигателя? Разве 2 не хватило бы? Вот здесь и проявляется советская инженерия. Один двигатель вышел из строя. Без проблем. 2 двигателей достаточно. 2 двигателя сломались? Вы все еще можете лететь на одном. Это была не просто резервная система, это была целая философия безопасности. Ту-154 был настолько успешным, что в 1980-х годах составлял 50% флота Аэрофлота, одна модель самолета – половина рынка. Но через 40 лет он полностью исчез. 1970-е и 80 годы были золотым веком Ту-154. Половина пассажиров, перевезенных Аэрофлотом, летала на этих самолетах. Половина. 137,5 миллионов пассажиров в год. От Москвы до Владивостока, от Ташкента до Гаваны их можно было увидеть везде. Самолет был настолько прочным, что мог взлетать даже с гравийных взлетно-посадочных полос. Он работал даже в морозной Сибири. Ту-154 легко попадал в места, куда западные самолеты не могли добраться. В 2006 году Европейский Союз полностью запретил этот самолет. В 2009 году Аэрофлот прекратил его эксплуатацию. От вершины до дна всего за 15 лет. Причина? Небольшая ошибка в проектировании, начавшаяся в 1970-х годах. Внешне все было прекрасно, но в середине 1970-х пилоты начали замечать кое-что. Крылья трескались. Да, именно так, как вы слышали. Крылья самолетов начали трескаться после использования. Крылья моделей Ту-154 и Ту-154А были спроектированы для гибкости, чтобы обеспечить комфорт в турбулентности. Но эта гибкость имела свою цену. Преждевременная усталость, преждевременное растрескивание. Что сделал Туполев? В 1975 году с Ту-154Б появились новые, более прочные крылья. Решили ли они проблему? Технически да. Но конец самолета пришел по совершенно другой причине. Позвольте мне рассказать вам правду. Ту-154 был шумным. Очень шумным. Возможно, самым шумным среди пассажирских самолетов. 3 двигателя Кузнецов НК-8 производили столько шума, что некоторые аэропорты не хотели этот самолет только по этой причине. Но настоящим убийцей был расход топлива – 6500 килограммов топлива в час. Боинг 727 преодолевал то же расстояние на 4000 килограммах, на 60% больше топлива. $1000 убытков с каждого рейса. В 1980-х годах Туполев предложил решение – Ту-154М. Более эффективные двигатели Соловьев-Д-30. Расход топлива снизился до 5500 килограммов в час. Шум также уменьшился. Но было слишком поздно. Boeing и Airbus выходили с самолетами нового поколения. 737 и А320 потребляли 2500 килограммов топлива в час. Даже Ту-154М сжигал в 2 раза больше. Конкурировать экономически было невозможно. 2006 год стал критической поворотной точкой для Ту-154. Европейский Союз принял решение – запрет на Ту-154 по причине стандартов шума и выбросов. Ранние модели Ту-154Б никак не могли быть приведены в соответствие с нормами шума Stage 3. Для Ту-154М существовали системы шумоподавления, называемые HashKit, но они были как дорогими, так и недостаточными. Инвестиции в $2 миллиона на каждый самолет. Многие авиакомпании вместо того, чтобы платить эти деньги, отправили самолет на пенсию. Внезапно самолеты были изгнаны с европейского неба. Прага, Будапешт, Варшава.
Шумные заходы на посадку ТУ-154 из всех этих аэропортов ушли в историю. Гордость Советов больше не могла войти в Европу. 1994 год. Сиань. ТУ-154 China Northwest Airlines начал неконтролируемо раскачиваться через 24 секунды после взлета. Система автопилота была неправильно настроена. Самолет разрушился в воздухе. Погибло 160 человек. 1999 год. Чэнду. Ту-154 China Southwest Airlines во время захода на посадку штурвал неконтролируемо ушел вперед. Гайки в системе рулей высоты вылетели во время полета. Самолет снова разрушился в воздухе. Погибло 67 человек. Правительство Китая в 2002 году вывело на пенсию весь флот ТУ-154. Более 50 самолетов за одну ночь ушли в историю. Пришли современные Boeing и Airbus. ТУ-150 теперь носил клеймо небезопасной советской технологии. 31 декабря 2009 года. Последний запланированный рейс ТУ-154 Аэрофлота из Екатеринбурга в Москву. Закончилась 40-летняя эпоха. Причина была проста. Они теряли деньги на каждом рейсе. Современные Boeing 737 и Airbus A320 потребляли на 40% меньше топлива. Расходы на техническое обслуживание были вдвое меньше. Найти запасные части становилось все труднее с каждым днем. Ту-154 не мог конкурировать в условиях рыночной экономики. Самолет, потребляющий 5500 килограммов топлива в час, или тот, что потребляет 2500 килограммов. Для авиакомпаний выбор был легким. Даже Аэрофлот был вынужден признать эту реальность. Хотя Ту-154 ушел из коммерческой авиации, он продолжал использоваться в военных и государственных перевозках. Специальные летные подразделения России, китайские самолеты радиоэлектронной борьбы, правительственные самолеты Северной Кореи, государства не смотрели на деньги. В 2010 году Ту-154 ушел из коммерческой авиации, но продолжал служить в военных и государственных перевозках. Россия, Китай, Северная Корея продолжали летать. 2010 Ту-154 с президентом Польши разбился под Смоленском. 96 погибших. 2016 военный Ту-154 с ансамблем Красной Звезды упал в Черное море. 92 погибших. 2011 Иран вывел все Ту-154 на пенсию. 88 октября 2020 года. Авиакомпания «Алроса». Последний коммерческий рейс Ту-154. Самолет РА-85757 приземлился в Новосибирске. Закончилась 52-я летняя эпоха. Самолет был технически пригоден, но экономически мертв. Производство остановилось в 2013 году. Запчастей нет. Страховка удвоилась, авиакомпании теряли деньги. 2025 год, в мире 254 Ту-154. Все военные или государственные. Air Koryo Северной Кореи – последний коммерческий оператор с двумя самолетами. Остальные в музеях или на металлолом. Есть Ту-154 на дне Черного моря для дайверов. Легенда неба, произведенная более 1000 раз, продается по цене металлолома. Ту-154 был прочным и надежным. Работал при минус 50 градусах на гравийных полосах. Но мир изменился. Стандарты шума и выбросов ужесточились. Ту-154 не соответствовал нормам Stage 3. Европа запретила, затем другие регионы. История Ту-154 – это советская философия. Прочность, надежность, функциональность. 3 двигателя для безопасности. Прочное шасси для плохих полос. Но цена – эффективность. Западные самолеты летали эффективнее с меньшим количеством двигателей. Ту-154 представлял эпоху Холодной войны, та эпоха закончилась, и Ту-154 закончился вместе с ней. Чему учит эта история? Технологии недостаточно. Экономика, политика, экология – все важно. Даже самый мощный самолет не может противостоять экономическим реалиям. Ту-154 был легендой, королем советского неба. Но мир изменился, и короля свергли с трона. Ту-154 умер, но его история все еще жива. Не забудьте написать в комментарии свои мысли о Ту-154. Если хотите, чтобы выходили такие образовательные видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.